Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем вот такой вот оригинальный мотив крючком. Да, вот как выглядит с изнаночной стороны. Я вязала его без обрыва нити. Я покажу, как я это делаю. То есть вы, конечно, по желанию можете после каждого ряда обрезать ниточку. Ну, у меня они связаны из шнурочка. Я показываю, как вязать без обрыва нити, как красиво переходить на новый ряд, чтобы не видно было никаких переходов. Вязала я свой мотив из шнурочка Карамель Бэби. Такой шнур можно заказать со скидкой 10% по моему промокоду. Всю информацию найдете в описании под данным роликом. И вязать будем крючком номер 3. Итак, приступаем. Итак, делаем колечко. Провязываем первую петельку. Так, первый столбик с накидом я провязываю еще одну петельку и 2 воздушные петли. Вот у меня столбик с одним накидом, да, плюс 1 воздушная петля и провязываем столбик с одним накидом. Так, далее вяжем 3 воздушные петельки и далее снова провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. Раз, 2 и 3 воздушные петли. Так, столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И еще один раз провяжем. Столбик с одним накидом, 1 воздушная петля и столбик с одним накидом. И далее соединяем все это в колечко. Так, и будем переходить на другой цвет. То есть, в принципе, можно провязать 3 воздушные петельки, закрыть в эту петельку, оборвать ниточку и сделать переход на другой цвет. Я делаю вот так. Накид. Раз, 2, 3. Третью петельку, 2 петли провязываем, а последующие 2 мы закрываем уже другим цветом. Закрыли. Светлую нашу ниточку уводим вправо. Так, ныряем, вытягиваем ниточку, провязали первую петельку. Далее снова 2 воздушные. Вот у нас первый столбик с одним накидом. Снова воздушная петля. И сюда же провязываем столбик с одним накидом. Далее делаем 2 накида. Заходим с изнаночной стороны между 2 нашими столбиками с накидом предыдущего ряда. И идем прямо в серединку кольца. И провязываем этот столбик с 2 накидами. Далее в уголок мы снова провязываем столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, раз, 2, 3, и снова столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом. То есть уголок мы будем всегда так провязывать. Далее снова 2 накида. Ныряем, так как я вам уже показывала, провязываем столбик с 2 накидами. В уголочек снова мы провязываем столбик с одним накидом, воздушная петелька, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, столбик с одним накидом. Точно таким же образом довязываем до конца второго ряда. Покажу, как перейти на новый цвет. Итак, смотрите, тот уголочек, откуда мы начинали вязание, да, он не полностью закрыт, то есть сюда еще надо довязать столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька и столбик с одним накидом. И сейчас мы так сделаем столбик с накидом. Раз, 2, 3, третью петельку, 2 петли провязали, уводим ниточку вправо и закрываем этот ряд, чтобы перейти на другой цвет.
Снова ныряем. Ныряем так, чтобы вот эта ниточка как бы у нас была над крючком, чтобы она посерединке не виднелась. Провязали 2 петельки вместе, еще 2 воздушные петли. Это наш столбик с одним накидом и воздушная петля. Так, и теперь снова мы набираем столбик, 2 накида делаем и заходим с изнаночной стороны. Провязываем вот такую длинную петельку. Далее столбик с одним накидом. Еще столбик с одним накидом. То есть они получается один столбик перед столбиком с 2 накидами предыдущего ряда, второй столбик за. Снова столбик с 2 накидами. Заходим с изнаночной стороны. И провязываем. В уголочках мы, как всегда, будем провязывать столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Между ними 3 воздушные петельки. Столбик с накидом, воздушная петля и столбик с накидом. Провяжем еще вторую сторону. Делаем столбик с 2 накидами. Заходим с изнаночной стороны и провязываем. Так, столбик с накидом по прямой и еще один столбик с накидом. И еще один столбик с 2 накидами. Уголок мы провяжем как обычно. Столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, столбик с одним накидом. 3 воздушные петельки. Снова столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так, остальные 2 стороны довязываем сами. Покажу снова, как перейти на новый ряд. Итак, заканчиваем наш 3-й ряд. Еще в этом уголочке мы не провязали столбик с одним накидом, воздушная петелька, столбик с одним накидом. Да, делаем накид. Сейчас будем переходить на другой цвет. 1, 2, 3. В 3-ю петельку. Раз провязали. Вправо уводим нашу светлую нить, берем темную и закрываем наш ряд. Так, теперь снова ныряем. Вытянули, провязали 1-ю петельку, еще 2 петельки, это наш столбик с накидом и 1 воздушная петля. И сюда же еще провязываем столбик с одним накидом. Так, далее вот из этих уголочков, да, мы сразу образуем, делаем 2 накида и образуем вот такие вот рельефные петельки. Так, сюда мы провязываем столбик с одним накидом. И вот сюда, вот в отверстие мы провяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. И сюда снова столбик с одним накидом. То есть всего у нас по этой стороне получилось 1, 2, 3, 4, 5 столбиков с одним накидом. Далее вот в эти арочки мы снова формируем, провязываем столбик с 2 накидами. Уголки мы провязываем так, как обычно. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. 3 воздушные петли между ними. И снова столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Так, следующую сторону еще провяжем. Так, столбик с 2 накидами. Столбик с одним накидом. По прямой здесь вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Еще сюда 1. То есть всего по стороне, по каждой стороне их 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так, там, где были наши уголочки, мы формируем из столбика с 2 накидами. Да, и угол провязываем точно так же, как мы его провязывали обычно. То
То есть это столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 3 воздушные петли и снова столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Все, по остальным двум сторонам можете провязать сами. Итак, нам остается закрыть только один угол. Мы провязываем столбик с одним накидом, воздушная петелька, столбик с одним накидом. И все. По желанию, смотрите, вы можете двигаться дальше и связать вообще большой квадрат по такому же принципу. То есть здесь в уголках вы будете всегда провязывать столбик с 2 накидами, а далее по прямой над этими столбиками, правильно, количество столбиков с накидом всегда будет увеличиваться. То есть если вязать по такому принципу, можно действительно связать либо плед, либо наволочку на подушку, либо ковер, по желанию, ну, квадратной формы. Так, мы же закроем с вами этот ряд, просто провязав 1, 2, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, вот таким вот образом. Все, обрезаем ниточку. Так, смотрите, какой у меня получился мотив. Здесь всего лишь 4 рядочка. Я вам говорю, что можно вязать и больше, и получить полотно довольно-таки большое. И вот этот, конечно, выглядит более интересно, потому что такие контрастные цвета, но на камеру вязать, конечно, вот этот лучше видно. То есть вот какие 2 мотива получаются. Можно, в принципе, вязать также из 2 цветов, но, например, менять местами, да, изначально у нас будет не светлый, а коричневый, и сочетать между собой вот такие мотивы. Поэтому, если вам полезен был мой видеоурок, мастер-класс по вязанию вот такого вот мотива, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!